Миллиардер Нейтан Уолш, владелец технокорпорации в Блумингтон, привык контролировать все, от деловых встреч до мельчайших деталей собственной жизни. Но была одна сфера, где власть ему не подчинялась. Здоровье его 11-летнего сына Оливера, ставшего инвалидом после аварии 3 года назад. Оливер редко выходил из дома, почти не говорил и избегал людей. Но однажды утром он тихо сказал: «Пап, я хочу туда, где люди». Нейтан не смог отказать, и вечером они оказались в дорогом ресторане «Силвер-Лейн». В роскошном зале никто не смотрел прямо на мальчика в коляске, только украдкой, с жалостью. Нейтан сжимал зубы от неприязни, пока рядом не появилась официантка, молодая женщина с простым теплым взглядом. На фартуке было вышито ее имя — Эмили Кларк. Она поставила воду на стол, и вдруг Оливер тихо спросил: «Вы танцуете?» Весь зал замер. Менеджер уже направлялся к ним, но Эмили улыбнулась. «Если хочешь, мы можем попробовать». Она сняла фартук, подошла к коляске, протянула мальчику руку. «Держись, мы сделаем это вместе». Шагая медленно и дрожа, Оливер поднялся. Один шаг, второй на третьем, улыбнулся впервые за годы. Музыка в ресторане словно сменила тон, гости перестали разговаривать. Люди встали, кто-то начал аплодировать. А Нейтан сидел неподвижно, едва сдерживая слезы. Он никогда не видел, чтобы его сын стоял без страха. Когда танец закончился, Эмили вернулась к работе, будто ничего особенного не произошло. Но для Нейтана этот вечер стал переломным. Через неделю мысли о танце не отпускали Нейтана. Он нашел данные об Эмили и узнал, что она не просто официантка. Она разработала программу для детей с инвалидностью Movement Matters, но ее гранты трижды отклонили, в том числе его собственный фонд. Он пригласил Эмили в свой офис и предложил финансирование. Но она ответила: «Я не лечу детей, я даю им пространство. Если хотите понять, приходите и посмотрите». Нейтан поехал в старый центр Бриджвей на окраине города. Там он увидел живой, светлый зал, детей, смеющихся и пытающихся идти под музыку. Среди них Оливер, который делал шаги сам и даже помогал другим. В тот момент Нейтан понял: Эмили изменила не только мальчика, но и его самого. Спустя месяц, с помощью фонда Нейтана Movement Matters получил новое здание, просторное, светлое, без барьеров. Эмили вела занятия, Оливер стал помощником для других детей. Однажды, когда Нейтан наблюдал за тренингом, он спросил Эмили: «Как вы поняли, что он сможет тогда танцевать?» Она улыбнулась: «Я не знала, просто дала ему шанс». Нейтан понял: иногда, чтобы по-настоящему помочь, нужно перестать контролировать и просто быть рядом. Этот вечер в ресторане изменил все. Жизнь Оливера, судьбу центра и самого Нейтана.